Коллеги, сегодня мы с вами разберем очень актуальную тему. Тема касается того, как нам обследовать пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Если говорить про эпидемиологию избыточной массы тела, то во всем мире отмечается рост ожирения. Считается, по данным статистики, более трети взрослого населения имеют избыточный вес или страдают ожирением. В развитых странах распространенность намного выше. Примерно до 74% населения имеет избыточный вес. И до 42% страдают ожирением. Ожирение – это общепризнанная проблема не только с точки зрения медицинской проблемы, но и с точки зрения ультразвуковой диагностики. Поскольку жировая ткань активно поглощает ультразвук, это приводит к затуханию и значительному ухудшению визуализации. И мы с вами прекрасно знаем, что у пациентов с ожирением это всегда большая проблема с качеством визуализации. Но также есть проблема еще и, соответственно, с интерпретацией эхокардиографических параметров, потому что все рекомендации, которые у нас есть по количественной эхокардиографии, они разработаны значит, на основе статистического анализа здоровых лиц, которые не страдают ожирением. Давайте посмотрим, какие же есть ограничения гайдов по количественной эхокардиографии. У нас два основных гайда, которые мы используем в работе. Это рекомендация Американского общества эхокардиографии 2015 года и Британского общества эхокардиографии 2020 года. Как видите, мы уже много раз говорили, что преимущество имеют именно британские рекомендации. Они имеют более широкий возрастной диапазон. Так, американские ограничиваются верхний предел возраста 61 год. И у нас были сложности с интерпретацией у лиц старшей возрастной группы. То британские сдвигают этот диапазон до возраста 72 лет. Но самое, что заслуживает внимания, ограничение важное, это индекс массы тела, BMI, Body Mass Index. Мы видим, что и североамериканские, и британские рекомендации ограничиваются значением индекса массы тела не более 30 килограмм на рост в квадрате. И, соответственно, все, что свыше 30 килограмм на рост в квадрате, считается, что это уже ожирение. И, конечно, мы не можем использовать стандартные вот эти диапазоны количественных параметров у лиц с ожирением. У нас нет для них никаких количественных параметров. Действующие гайды рекомендуют нам оценивать размер левого предсердия путем индексации к площади тела. Этот параметр показано во многих исследованиях и доказано, он лучше прогнозирует появление сердечно-сосудистых событий. У лиц же с избыточной массой тела и ожирением индексация объема левого предсердия к площади поверхности тела, как правило, приводит к недооценке наличия дилатации левого предсердия и степени его дилатации. В рекомендациях по артериальной гипертензии предлагается индексировать объем левого предсердия на основе роста. Но, однако, этот подход еще не одобрен ведущими эхокардиографическими сообществами. Давайте посмотрим, как же мы можем разделить пациентов в зависимости от значения индекса массы тела. Значит, в норме индекс массы тела должен составлять не более 25 кг на рост в квадрате. Диапазон от 25 до 30 кг на рост в квадрате расценивается нами как избыточный вес. Диапазон от 30 до 40 это уже ожирение, и больше 40 килограмм на рост в квадрате уже расценивается как избыточное ожирение, или еще называют тяжелое ожирение. Давайте посмотрим, какие у нас есть рекомендации по оценке размеров левого предсердия.
У нас с вами есть несколько рекомендаций, которые мы можем использовать в своей работе. Прежде всего, это рекомендации совместные американские и европейские 2015 года по оценке камер сердца, количественной оценки камер сердца. Следующее, у нас есть рекомендации, также совместные американские и европейские 2016 года по оценке диастолической функции левого желудочка. Есть рекомендации 2015 года по применению кардиографии у пациентов с артериальной гипертензией. А также действуют рекомендации Европейского общества кардиологов 2018 года по введению пациентов с артериальной гипертензией. И давайте посмотрим, что нам предлагают. Мы с вами видим, что в основном распространено именно индексация объема левого предсердия к площади тела. Индекс объема левого предсердия. И все ведущие организации, сообщества профессиональные, верхний предел нормы расценивается не более 34 мл на квадратный метр поверхности тела. Причем в рекомендациях, соответственно, Европейского общества кардиовизуализации 2015 года есть указание о том, что увеличение левого предсердия, которое ассоциировано с ожирением, может оказаться незамеченным. То есть понятно, да, что чем больше масса тела, индекс массы тела, тем значит, выше вероятность недооценки дилатации левого предсердия, если мы с вами применяем параметр индекс объема левого предсердия. Но Европейская ассоциация кардиологов в 2018 году в рекомендациях предлагает нам значит, индексировать объем левого предсердия к росту в квадрате. Рост в квадрате. Значит, рост, естественно, в метрах. Вы можете у себя посчитать, да, сколько у вас рост в квадрате составляет. Значит, и, соответственно, мы видим с вами, что при индексации к росту в квадрате есть верхние пределы нормальных значений. Меньше 18,5 мл на рост в квадрате у мужчин и меньше 16,5 мл на рост в квадрате у женщин. А другие именно эхокардиографические ассоциации, североамериканские и европейские, они этот параметр не рекомендуют. Мы его видим только, как вы можете сейчас это видеть на слайде, именно в европейских, в ассоциации кардиологов, Европейской ассоциации кардиологов 2018 года. Давайте сравним рекомендации по оценке массы левого желудочка. Также у нас есть три основные рекомендации, три гайда, которые мы можем использовать в своей работе. Это американские рекомендации 2015 года. Следующее – это совместные американско-европейские 2015 тоже года и Европейское общество кардиологов 2018 года. Если мы с вами посмотрим тот параметр, который мы обычно используем, это индекс массы миокарда. Причем масса миокарда должна быть рассчитана строго линейным методом, не в 2Т режиме, потому что есть вариант расчета массы миокарда. Масса левого желудочка в 2D режиме – это только линейный размер на основе линейного метода. И мы видим все три вот эти сообщества предлагают в рекомендациях, показывают нам одинаковые значения. Не более 95 грамм на квадратный метр поверхности тела у женщин и не более 115 грамм на квадратный метр поверхности тела у мужчин. Но, опять же, если мы с вами рассмотрим рекомендации совместное Американского общества эхокардиографии европейского 2015 года по эхокардиографическим обследованиям у пациентов с артериальной гипертензией, то мы видим, что там присутствует еще такой параметр, как индексация к росту степени 2,7, а также индексация просто к росту, без всяких степеней. И здесь показаны варианты, верхней границы нормы, выше которых мы диагностируем гипертрофию левого желудочка.
Есть также индексация к росту степени 2,7 Европейского общества кардиологов 2018 года, где мы видим несколько иные цифры. Да, вот там индексация только к росту степени 2,7, значит, у женщин не более 47 грамм на рост в степени 2,7, у мужчин не более 50 грамм на рост в степени 2,7. Коллеги, прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы небольшую рекламную интеграцию сделать. У нас стартовал новый курс «Экспертная эхокардиография», где мы рассматриваем уже эхокардиографию на качественно новом уровне, это уже экспертный уровень. Там рассмотрено много тем, в том числе и оценка при ожирении у беременных, клапанная болезнь и очень много других тем. Поэтому вы можете принять участие, пройти вот это обучение. Оно доступно как для специалистов из России, так и для специалистов стран СНГ через наше подразделение в Республике Казахстан. Итак, движемся дальше. Для того, чтобы нам более комфортно проводить исследования, получать более качественные результаты, мы с вами будем использовать идеальную массу тела. Идеальная масса тела рассчитывается по формуле Девина, вообще Девин. Он ее предложил впервые в 1974 году. Она изначально использовалась для расчета дозы препаратов, а с 2019 года стала активно использоваться в эхокардиографии для расчета идеальной площади поверхности тела у пациентов с избыточной массой тела и ожирением. То есть, если у пациента индекс массы тела превышает 30 кг на рост в квадрате, то нам уже необходимо использовать совсем другой подход. А в частности, для этого нужно рассчитать идеальную массу тела. Формула отличается несколько у мужчин и у женщин. Так, формула идеального веса у мужчин рассчитывается по формуле 45,5 плюс 2,3 умноженное, ну и видите, скобка, да, коэффициент 0,394 умножаем на рост минус 60. И у женщин также рассчитывается только с несколько другим коэффициентом. Для чего нам это все нужно? Это нам необходимо для того, чтобы рассчитать идеальную площадь поверхности тела. Для этого мы используем рассчитанную ранее идеальную массу тела. И для расчета идеальной площади поверхности тела, вот здесь обозначается она IBSA, как бы идеальная Body Surface Area, площадь поверхности тела, используем формулу Мастеллера. Она считается стандартной в эхокардиографии. Вы знаете, существует множество формул, формула Дюбуа, формула Хэнкока, формула Мастеллера, их еще несколько модификаций есть. Но вот именно у взрослых считается стандартной формула Мастеллера. Помните, Дюбуа вывел свою формулу поверхности тела. Дюбуа тоже достаточно распространен всего на 4 лицах, и один из них был, по-моему, 40-летний карлик. И она дает неточное значение площади поверхности тела. А вот формула Мастеллера считается самой-самой точной и подходящей для целей эхокардиографии. Итак, что нам для этого нужно? Рост пациента, актуальный рост в сантиметрах, умножаем на рассчитанный идеальный вес в килограммах, делим на 3600 и из полученного значения извлекаем квадратный корень. В принципе, этот расчет можно сделать на обычном калькуляторе. Давайте посмотрим, как же мы можем применять, насколько вообще этот параметр применим в эхокардиографии. Значит, в 2022 году была опубликована статья, где проводилось сравнение различных методов индексации в эхокардиографии. И здесь, как видите, в этой табличке представлены несколько методов индексации к площади тела, стандартной актуальной площади тела, к идеальной
площади тела IBSA к росту и к росту в квадрате. И задача была это оценить отношение шансов в отношении неблагоприятных исходов у людей с ожирением. И вот посмотрите, здесь мы видим, из этой таблицы я выделил площадь поверхности тела перестает предсказывать неблагоприятные события у лиц с избыточным ожирением, когда индекс, значит, BMI, индекс массы тела превышает 40 кг на рост в квадрате. Отношение шансов всего 1,16. И при этом, видите, P-критерий 0,7. То есть не работает индексация площади тела у лиц с избыточным ожирением совсем. А вот формула с использованием идеальной площади поверхности тела показана очень хорошая корреляция с неблагоприятными исходами. Отношение шансов при использовании идеальной площади поверхности тела 1,97. При, значит, приведении к росту 1,67. И наилучшее это когда используем рост в квадрате. Для левого предсердия, да, идеально, если мы будем индексировать объем левого предсердия к росту в квадрате. Здесь мы также видим сравнение методов индексации в отношении шансов смертности и неблагоприятных исходов у лиц с дилатацией левого предсердия. И обратите внимание, здесь красной стрелкой показано, опять же, да, что эта индексация к площади тела, к актуальной площади тела не работает. Отношение шансов очень низкое. А вот хорошо себя показала, значит, это идеальная площадь поверхности тела, индексирование к идеальной площади поверхности тела к росту и к росту в квадрате. Но рост в квадрате наилучшее, да, именно в отношении оценки левого предсердия. Но, однако, чем меньше мы используем дополнительных формул, вообще эхокардиография, она перегружена различными расчетами. И поэтому для того, чтобы создать более такой удобный инструмент, и было предложено индексировать все эхокардиографические параметры, количественные, имеется в виду линейные размеры, не доплеровские параметры, а именно линейные размеры, объемы, которые мы рассчитываем к идеальной площади поверхности тела. Итак, давайте посмотрим, как обстоит, например, оценка размеров левого предсердия у лиц с ожирением. У лиц с индексом массы тела более 30 кг на рост в квадрате. У нас с вами есть стандартный метод индексирования объема левого предсердия к площади поверхности тела. Но, как мы с вами уже обсудили, это приводит к недооценке дилатации левого предсердия. И полученное значение не является предиктором смертности у лиц с тяжелым ожирением. И у нас с вами есть альтернативные методы индексации левого предсердия. В частности, это идеальная площадь поверхности тела. Критерий дилатации точно такой же. Более 34 мл на квадратный метр, считая, мы расцениваем как дилатацию левого предсердия. Но именно перед этим нужно рассчитать идеальную площадь поверхности тела. Сначала идеальную массу тела, потом идеальную площадь поверхности тела. Следующее, что у нас мы можем использовать, это индексация объема левого предсердия к росту. Просто объем делим на рост, актуальный рост пациента. И критерий дилатации у мужчин более 35,7 мл на метр на рост, да, и у женщин более 33,7 мл на рост. Также, мы уже с вами проговорили, есть индексация к росту в квадрате в степени 2. Критерии дилатации здесь тоже представлены. Более 18,5 мл на рост в квадрате у мужчин и более 16,5 мл на рост в квадрате у женщин. И вот все эти три параметра прекрасно прогнозируют смертность у лиц с тяжелым ожирением. И вот именно эти параметры мы можем использовать у лиц с индексом массы тела более 30 кг на рост
в квадрате. Когда мы с вами вообще индексируем, когда нам нужны индексы? Ну, мы уже договорились, я привел в примере, когда мы с вами оцениваем размер левого предсердия. Для этого наилучшим образом работает идеальная площадь поверхности тела, индексация к идеальной площади поверхности тела, индексация к росту в квадрате. Следующее, когда мы используем индекс, это оценка массы миокарда левого желудочка. Для этого мы используем идеальную площадь поверхности тела, индексацию к идеальной площади поверхности тела. Следующее – это оценка индекса площади аортального клапана. При аортальном стенозе, мы с вами знаем, да, есть критерии тяжелого аортального стеноза, и там нужно обязательно рассчитать индекс площади отверстия аортального клапана. Для этих целей мы с вами будем использовать индексацию к идеальной площади поверхности тела. И, наконец, еще один важный момент, когда нам необходимо использовать индексы, это когда мы с вами проводим обследование у пациента с клапанным протезом. Неважно, это биологический протез или это механический протез. Бывают, да, ситуации, когда мы будем иметь с вами высокие градиенты давления, и это может быть вызвано не дисфункцией протеза, а это вызвано несоответствием размера протеза. И для этих целей мы также будем использовать для индексации идеальную площадь поверхности тела. Очень интересное было сообщение. Постерная сессия, которая проводится ежегодно в Европе. Это мероприятие называется Евроэхо. И в 2019 году был представлен на постерной сессии, постерный доклад кейса с авторами. Они выполнили следующую работу. Они, значит, провели в клинике, где работают у себя, анализ всей базы данных эхокардиографических обследований. Это 16 160 женщин и 14 376 мужчин. Они изучили, значит, такие параметры, как актуальный вес, идеальный вес, актуальная площадь поверхности тела и идеальная площадь поверхности тела. И по результатам этого исследования выяснилось, что очень такие досадные появились результаты, как вы видите, да, вот среди всех пациентов, которые проходили эхокардиографическое исследование, разница между актуальным и идеальным весом у женщин составила 20 килограмм, то есть на 20 килограмм в среднем пациенты были тяжелее в сравнении с идеальным весом. У мужчин примерно такое же значение, разница примерно 18 килограмм. То есть это подчеркивает, насколько актуальна на сегодня проблема. Уже около половины, а в некоторых городах и более половины населения попадают в категорию с индексом массы тела более 30 килограмм на рост в квадрате. И посмотрите, как обстоит ситуация с площадью тела у мужчин и у женщин. Мы также видим, что существуют существенные различия между актуальной площадью поверхности тела и идеальной площадью поверхности тела. Мы же знаем с вами, что чем больше масса, вес у человека, тем больше у него поверхность тела, потому что поверхность тела рассчитывается из роста и из веса пациента. Что еще вот в этом постерном докладе было ключевое? Исследователи показали, что любое эхокардиографическое измерение можно умножать на 1,16 для женщин и на 1,11 для мужчин. Иными словами, если у вас на приеме, у вас на обследовании присутствует пациент с индексом массы тела более 30,
килограмм на рост в квадрате, то любой измеренный параметр мы умножаем вот на эти коэффициенты в зависимости от гендерной принадлежности пациента. Измерили, да, толщину межжелудочковой перегородки, допустим, 8 миллиметров, можете умножать на 1,16, если это женщина, да, и вы получите вот индивидуальный параметр с поправкой на вот, так скажем, бодипозитивность, на ожирение. Но что еще мы используем? Мы можем с вами рассчитать индивидуальный коэффициент для каждого параметра у лиц с индексом массы тела более 30 кг на рост в квадрате. Для этих целей используется очень простая формула. Мы актуальную площадь поверхности тела, рассчитанную по формуле Мастеллера из актуального роста и актуального веса, делим на идеальную площадь поверхности тела, которая рассчитана также по формуле Мастеллера, значит, с использованием идеального веса и, значит, актуального роста. И вот это простое соотношение нам даст вот этот индивидуальный коэффициент. Вот то, что я вам показал, да, 1,16, 1,11, это, ну, в среднем. Но в идеале для каждого пациента нужно индивидуально вот этот коэффициент рассчитать. Значит, что это дает? Это дает нам, мы, допустим, стенку, толщину стенок левого желудочка не индексируем. Мы используем абсолютные значения, да? И по британским рекомендациям 2020 года критерий гипертрофии стенки левого желудочка – это когда толщина превышает значение пороговое 12 мм. И вот вы, допустим, провели исследование, да, допустим, у женщины и посчитали. Так, сейчас я калькулятор включу при вас. Допустим, 10 миллиметров толщина. Смело умножаем на, допустим, 1,6. Так, 10 миллиметров умножаем на 1,16. Получаем 11,6. Да? Но этот коэффициент может быть иной. Или, допустим, мы с вами рассчитали толщина межжелудочковой перегородки 10,5 мм. Умножаем на 1,16, уже получаем 12,18. То есть это уже будет расцениваться как утолщение, гипертрофия стенок. И от этого будет зависеть еще и расчет отношения толщины стенок для определения геометрии левого желудочка. Давайте я вам покажу пример, как это, ну, такой клинический пример, как это реализовано. Значит, пациент – это женщина 77 лет, у нее рост 148 сантиметров, вес 69 килограмм. При этом идеальный вес составил, рассчитанный идеальный вес 41,6 килограмма. То есть разница между актуальным и идеальным весом 23 килограмма. Это довольно много. Значит, актуальная площадь поверхности тела с учетом ее актуального роста и веса составляет 1,63 квадратных метра, а идеальная площадь поверхности тела 1,37 квадратных метра. Индекс массы тела составляет 31,5 килограмм на рост в квадрате. То есть это уже мы расцениваем с вами как ожирение. И посмотрите, у нас здесь два как бы столбика, да, в левой части это значения, которые получены для актуальной площади поверхности тела. Справа это значения, которые получены для идеальной площади поверхности тела. И значит, мы с вами можем легко здесь рассчитать индивидуальный коэффициент. Для этого значит, актуальную площадь поверхности тела 1,63 делим на идеальную площадь поверхности тела 1,37. Получаем индивидуальный коэффициент 1,19. Поэтому конечный диастолический размер мы будем умножать на 1,19. Толщину межжелудочковой перегородки также будем умножать на 1,19, заднюю стенку также на 1,19 и так далее. Массу миокарда, диастолический объем,
значит, и объем левого предсердия. И вот посмотрите, если мы объем левого предсердия индексируем с вами к актуальной площади поверхности тела, то составит 36 мл на квадратный метр. Как бы, да, но больше 34 это как увеличение левого предсердия. Но, однако, если мы с вами посмотрим индексацию объема левого предсердия к идеальной площади поверхности тела, то она составит 43 мл на квадратный метр поверхности тела. Это значительно увеличивает риск неблагоприятных исходов. То есть это совершенно два разных диапазона значений. Поэтому, конечно, мы будем с вами использовать в работе вот такую индексацию. К какому выводу пришли, значит, исследователи, которые проводили вот такую работу по результаты, которые были представлены на Евроэхо? Они пришли к выводу, что наиболее практичным является использование идеальной площади поверхности тела. Когда мы с вами индексируем, значит, количественные эхо-параметры к идеальной площади поверхности тела, эти параметры остаются неизменными на протяжении всего последующего наблюдения. То есть мы понимаем, что бывает ситуация, когда пациент, допустим, принял решение и снизить массу тела, и делает все для этого, да, а нам же нужно понимать динамика размера полостей, динамика толщины стенок левого желудочка. Если у него будет уменьшаться масса тела, то, соответственно, и будут изменяться, если мы будем индексировать к актуальной площади тела значения параметров, и мы не сможем оценить, что происходит, ухудшение или улучшение. И для того, чтобы это сделать, как раз вот очень удобно использовать идеальную площадь поверхности тела. Также пациент, наоборот, может еще больше набрать вес, допустим, через год, через 2 года. А нам нужно сравнить с предыдущими эхоотчетами. Если это делать с использованием актуальной площади поверхности тела, то, соответственно, мы с вами не сможем отследить динамику процесса, потому что сама по себе будет меняться площадь поверхности тела. А вот идеальная площадь поверхности тела, она остается неизменной. И мы можем сравнивать это при всех последующих наблюдениях. Давайте еще раз я сакцентируюсь на моментах, когда нам нужно индексировать размеры, количественные параметры в эхокардиографии. Это размер левого предсердия. Можно индексировать к идеальной площади поверхности тела или к росту в квадрате. Это оценка массы миокарда левого желудочка. Массу миокарда мы также приводим к идеальной площади поверхности тела. Оценка индекса площади аортального клапана у пациентов с аортальным стенозом. Значение площади аортального клапана индексируем также к идеальной площади поверхности тела. И еще одна ситуация – это оценка несоответствия размеров клапанного протеза. Там мы тоже с вами будем использовать не актуальную, а будем индексировать к идеальной площади поверхности тела. Коллеги, вот так на сегодняшний день, значит, мы имеем вот такие инструменты для того, чтобы проводить интерпретацию количественных параметров у лиц с ожирением, потому что это действительно очень такая большая проблема в эхокардиографии была вот до недавнего времени. Если у вас есть какие-то вопросы, появились вопросы, обязательно напишите, я сейчас на них отвечу. Можно ли применять данную методику 18-летних подростков? Давайте с вами вернемся к, значит, вот к этой табличке. Посмотрите, у нас британские рекомендации 19-72 года. Ну, то есть плюс-минус там 1-2 года это не критично. И поэтому вот у 18-летних подростков вы можете использовать
вполне британские рекомендации по количественной эхокардиографии 2020 года и индексировать к идеальной площади поверхности тела. После корректировки показателей с учетом индивидуального коэффициента индексация показателей проводится к актуальной или идеальной. После корректировки мы также сравниваем с идеальной площадью поверхности тела. То есть даже если пациент, допустим, имел индекс массы тела, допустим, 35 килограмм на рост в квадрате, и мы все параметры привели к идеальной площади поверхности тела, через, допустим, 2 года вы его смотрите, у него индекс массы тела стал 26 килограмм на рост в квадрате. Мы также оцениваем по параметру идеальная площадь поверхности тела, потому что у нас уже есть с вами отправная точка для того, чтобы нам можно было в динамике сравнить улучшение или ухудшение тех или иных параметров. Есть ли критерии увеличения левого предсердия на небольшое умеренное, значительное или просто увеличение? Пишем. Оксана, спасибо за вопрос. Дело в том, что американские рекомендации 2015 года, там есть градация, незначительно умеренная, выраженная, да, или тяжелая дилатация левого предсердия, то в британских такого нет. Там есть, значит, промежуточное значение в диапазоне 34-38 мл на квадратный метр поверхности тела, а дилатация больше 38. Но опять же, при оценке диастолической функции мы с вами используем критерий, соответственно, 34. И вот если я вернусь к варианту, где мы с вами пример рассматривали, вот здесь, да, индекс объема левого предсердия 36 мл на квадратный метр. Если мы не говорим про диастолическую дисфункцию, а вот именно про оценку изолированную, то эта пациентка у нас попадает в категорию промежуточную. Если мы с вами по британским рекомендациям уже смотрим индексированную к идеальной площади поверхности тела, то имеем индекс объема левого предсердия 43 мл на квадратный метр. Это уже дилатация левого предсердия. Вот примерно так. Когда мы имеем промежуточное значение по британским рекомендациям, нам необходимо использовать дополнительные параметры для того, чтобы сказать, действительно ли есть дилатация или это вариант нормы. Потому что, как оказалось, по исследованию Норре, у здоровых лиц без диастолической дисфункции, без клапанной болезни, без какой-либо патологии, индекс объема левого предсердия может быть в диапазоне больше 34 мл, но меньше 38. Поэтому это так называемая серая зона. Поэтому североамериканские, от которых мы сейчас отходим, рекомендации, там есть градация. Британские рекомендации, там такой градации нет. Нужно же так. Нужно ли индексировать КДО у лиц с ожирением? Да, нужно. И диастолический объем мы индексируем, и размер диастолический индексируем, то есть и объемы, значит, левых камер и размер левых камер, да, мы индексируем. Правые камеры мы не индексируем. У лиц с ампутированными конечностями рассчитывать как? На актуальный рост. Диана Александровна, есть понятие актуальный рост на здесь и сейчас. Вот актуальный рост такой, поэтому если есть ампутация, то вот на актуальный рост. Можно ли в заключении писать тенденция к дилатации левого предсердия при наличии пограничных значений? Аза, спасибо за вопрос. Если имеются пограничные значения или так называемая серая зона, нам нужно использовать дополнительные параметры. Один из важных моментов, то, с чего должно начинаться кардиографическое исследование, это клиника. Какие клинические есть данные у пациента, какие у него симптомы, есть ли у него признаки, симптомы сердечной недостаточности и так далее. Да? То есть мы вначале с вами выясняем жалобы, кратко собираем анамнез, и только после этого приступаем к исследованию. И понятно, что если к нам, допустим, поступил на исследование атлет,
тяжелый атлет, да, и вообще профессиональный спортсмен, то у него как раз вот размеры могут быть в так называемых серых зонах или в пограничных значениях, а могут даже превышать. И поэтому эксперты Британского общества кардиографии, они делают на этом акцент. Вообще вот эти критерии нормальных, то, что мы, да, считаем значений, они только у 95% лиц популяции. Это особенности статистики. 95% доверительный интервал, то есть 95% лиц популяции будут иметь вот такой диапазон, мы его условно считаем нормальным. Но 5% населения будут выходить за пределы этого диапазона в меньшую или в большую сторону. И это абсолютно будут здоровые лица. Поэтому, когда мы имеем пограничные значения, мы используем также и дополнительные различные критерии, в том числе и сопоставляем с клиникой. Так, еще вопрос. Для индексации к идеальной площади поверхности тела используем уже скорректированный параметром с учетом БСА, АйБСА или голый. Если мы индексируем размеры линейные, или если мы индексируем объемы, то, конечно, индексируем измеренный или рассчитанный параметр, условно нативный, и приводим его к идеальной площади поверхности тела. Мы не индексируем коррегированные уже параметры, а вот именно изначальные параметры для индексации используем для индексации к идеальной площади поверхности тела. А уже корректированные параметры, их можно вносить в наш с вами отчет. То есть не абсолютно измеренные значения, там толщина межжелудочковой перегородки, размер левого желудочка, а уже с учетом поправочного коэффициента это будет идеальная вообще ситуация. Как в отчете пометить, что расчеты проведены по индексации к идеальной массе тела? Ну, по умолчанию, да, если больше 30 килограмм на рост в квадрате, то мы индексируем к идеальной массе тела и к идеальной площади поверхности тела. Вы можете просто где-то там в шапке вашего отчета где-то найти место и указать это либо в комментариях перед заключением, собственно, либо в тексте самого заключения ввиду того, что у пациента индекс массы тела превышает 30 кг на рост в квадрате, значит, оценка количественных параметров проводилась по идеальной площади поверхности тела. Вот примерно таким вот образом можно указать. Так, то есть у атлета с левым предсервом 36 вы не напишите дилатацию, у 75-летнего пациента с одышкой иногда будет дилатация. Оксана, да, ну на этом и делают акцент эксперты британского общества о том, что вот эта серая зона у спортсменов это вообще вариант нормы, да, и у нас даже при использовании классических диастолических параметров мы говорим, что эти рекомендации не распространяются на спортсменов, неважно, ну, условно, там легкие атлеты, да, или тяжелые атлеты, неважно, профессиональные спортсмены. И, конечно, в отсутствии какой-либо клиники это будет абсолютно нормально. Если 75-летний пациент, с возрастом тоже происходит дилатация. И здесь мы, конечно, прежде всего ориентируемся на клинику и плюс дополнительные диастолические параметры. Кроме того, мы сейчас не представляем себе оценку диастолических параметров без оценки стрейна левого предсердия. И если мы получаем патологические значения стрейна левого предсердия, даже у спортсменов, то это, соответственно, уже будет, если патологические значения у атлета с как бы пограничным значением левого предсердия, это уже будет считаться как диастолическая дисфункция. Называется, сейчас скажу новый термин, это атриальная дисфункция, вот так, то есть дисфункция предсердия. Не понял про коррегированные параметры. Например, толщина межжелудочковой перегородки 11,5, после коррекции больше 12. То есть как бы утолщена. Но не как бы она утолщена, да, будет не более 12. Значит, до 11,9. В отчете, получается, нужно указать
Утолщение, да. В этом случае мы и в отчет вносим уже с учетом поправочного коэффициента. Но я повторюсь, это только у лиц с индексом массы тела более 30 килограмм на рост в квадрате. Мы не то, что на приборе измерили, а мы каждый параметр количественный пересчитываем вот на этот коэффициент отношения актуальной площади тела к идеальной площади поверхности тела. Значит, даже если первичное измерение показало нормальную толщину. Ну, я напомню о том, что первичное измерение, которое вы выполнили, оно рассчитано на то, что у пациента индекс массы тела не превышает 30 килограмм на рост в квадрате. Значит, можно ли использовать оценку идеальной площади? Нет, у беременных, Ольга, там другая совершенно другой подход, и там это нет, не работает. Подскажите, по последним британским рекомендациям нормы толщины межжелудочковой перегородки задней стенки и диастолического размера левого желудочка изменились диапазоны. Я пробовал посчитать у женщин значение ОТС, взяла самый верхний диапазон и везде, и получилось ОТС 0,45. И получается граница нормы верхняя, а толщина стенки больше, чем норма. Получается концентрическое ремоделирование. Да, в этом случае, вот если 0,45 больше 0,42, то это будет уже концентрическое ремоделирование левого желудочка. Ну, почему у мужчин так? Здесь, значит, большой вопрос к измерениям. Я вам небольшой такой лайфхак скажу, который вы можете использовать. Сейчас попробую его изобразить. Значит, секунду, я запущу. Создать. Значит, что мы с вами делаем? Вот у нас есть левое продольное парастернальное сечение. Там, где мы с вами проводим все основные расчеты линейных размеров. Так, это задняя стенка. И вот, допустим, папиллярная мышца. Здесь левое предсердие, правый желудочек. И вот, коллеги, нужно понимать, что вот эта часть левого желудочка, вот эта часть, то есть на уровне базальных сегментов вплоть до папиллярной мышцы, фактически это прямоугольник. Попробую сейчас цвет сменить. Не получается. Ладно. Так. Значит, вот я ее заштрихую вот так вот. Вот эта часть прямоугольник. И фактически здесь не важно, на каком уровне. Да, мы говорим, что на уровне концов створок должно быть измерение. То есть вот здесь, да, у нас линия вот здесь проходит на уровне концов створок. Но на самом деле вы эту линию можете провести измерение и вполне вот на этом уровне. Можете провести измерение вот на этом уровне, потому что вот эта часть левого желудочка – это прямоугольник. Самое главное, это чтобы вот тут вот бывает модераторный пучок, простирается вдоль перегородки, не включать его в измерение. Он значительно отличается по эхогенности. И если вы делаете все правильно, то тогда вот этих ошибок, особенно чаще всего ошибка допускается, это в измерении толщины межжелудочковой перегородки. Если вы не будете включать модераторный пучок, то, соответственно, у вас не будет вот такого значимого перекоса. Поэтому вот такой вот лайфхак можете использовать. Если в прибор заложить формулу Мастеллера, использовать ее в рутинных исследованиях, если получается пограничное значение, уточнять в пересчете с идеальной площадью тела. Это будет правильно? Аюб, вот смотрите, если нужно не только заложить, вот когда мы с вами вводим, начинаем исследование, заполняем карту на ультразвуковом приборе, актуальный рост и актуальный вес. Вообще нужно, чтобы в вашем кабинете были весы, потому что, как выяснилось, пациенты бывают, что с погрешностью 10 и более килограмм называют. Ты спрашиваешь, какой у вас вес, они говорят, допустим, вот у меня где-то 75. Ставишь на весы,
а там вес 87. Ой, неужели? А я думал, что у меня как бы вот все хорошо. Поэтому желательно, чтобы, крайне желательно, чтобы у вас весы были. Ну и ростомер в идеале. Потому что многие затрудняются назвать свой рост. И если вы внесете рост и вес пациента в прибор, в карту пациента, то он рассчитает вам BMI, индекс массы тела. И вот если вы видите, что он более 30 килограмм на рост в квадрате, вот тогда мы с вами будем использовать идеальную площадь поверхности тела. Иначе вы не сможете дать правильную интерпретацию раз и не сможете оценить в динамике в серии эхо 2. То есть два вот таких вот будет перекоса очень больших. Да, безусловно, эти лиц с ожирением с каждым годом становится больше, больше и больше. Я думаю, эта цифра с каждым годом будет увеличиваться. Это только прибавит нам с вами работы, поэтому к этому нужно быть готовыми. Что касается бывших спортсменов, через какое время можно игнорировать их спортивное прошлое и оценивать как патологические параметры. Людмила, здесь нет такого, что вот прошло столько-то времени и используем. Я повторюсь еще раз. Очень важный момент. Его просто вот нужно запомнить. Нельзя начинать эхокардиографическое исследование, не познакомившись с жалобами пациента и не выяснив его анамнез. Это вполне как бы и ко мне такие пациенты приходят, которым писали дилатации там левого предсвертия, да, и у людей были такие неоднозначные как бы оценки, и кардиолог был в неведении, а что с этим всем делать. И когда ты беседуешь с пациентом, выясняется, что у него абсолютно нет никаких жалоб, у него хорошая толерантность сферической нагрузки, у него нормальный уровень артериального давления, у него отсутствуют какие-либо кардиальные жалобы, отсутствует какой-либо кардиальный анамнез, то, конечно, вот в этом случае дилатация там, левого предсердия или увеличение размеров там, левого желудочка, оно будет оцениваться как нормальная. Вот, поэтому обязательно жалобы и кардиоанамнез. Вообще цель, а для чего он пришел на исследование? Добрый вечер. Может, задам вопрос, зачем я должен индексировать истинные параметры пациента при ожирении? Марат, ну, я уже сказал, то, что мы с вами измерили, мы не можем с вами оценить по тем рекомендациям североамериканским или британским, поскольку они разработаны вот это путем статистического анализа у здоровых лиц без ожирения. И если вы измерили толщину стенки левого желудочка, допустим, 11 миллиметров, и будете расценивать это как неутолщенная стенка, неутолщенная, допустим, межжелудочковая перегородка или задняя стенка, это будет недооценка параметра. Нам необходимо для этого индексировать, как бы вывести у него индивидуальный параметр путем деления актуальной площади поверхности тела на идеальную площадь поверхности тела. И вот я вам привел пример, допустим, 11 мм толщина межжелудочковой перегородки. Как на примере нашей пациентки поправочный коэффициент 1,19, и получается ее истинная, как бы, да, коррегированная толщина межжелудочковой перегородки уже 13 мм. И это уже будет оцениваться как утолщение миокарда левого желудочка. Все вы знаете прекрасно, что лица с ожирением имеют повышенное артериальное давление. У них высокие цифры давления, и вы проводите оценку, значит, параметров количественных и говорите, нет гипертрофии стенок левого желудочка, пишите, стенки не утолщены. Хотя если скоррегировать, допустим, у нее ожирение, индекс масса тела, допустим, ну, возьмем там 35 килограмм на рост в квадрате, то просто вот нужно как бы
Этот поправочный коэффициент необходим для того, чтобы мы использовали вот эти стандартные количественные диапазоны у лиц с ожирением. То есть мы берем вот то, что на здоровых лицах без ожирения, вот эти диапазоны, и используем их у лиц с ожирением, но с учетом поправочного коэффициента. Вот так. Оксана спрашивает, скорости тоже меняются от веса пациента или нет? Нет, скорости там не меняются. Скорости зависят несколько от других факторов. Вы знаете критерии низкого потока, когда мы ударный объем, да, индексируем к, допустим, площади и так далее. То есть там скорости мы не учитываем именно относительно веса пациента и площади тела. А вот, значит, размеры отверстий клапана нужно обязательно индексировать к идеальной площади поверхности тела. Коллеги, надеюсь, что вы сегодня получили очень такие ценные и полезные инсайты. Информация поможет вам в работе пересмотреть, возможно, какие-то, да, что-то в своей работе, по-новому взглянуть на использование эхокардиографии, на интерпретацию параметров у лиц с ожирением. Большое спасибо вам за внимание, за то, что приняли участие в нашем прямом эфире. Желаю вам всем успехов в вашей работе. И, значит, до встречи на наших курсах, которые и прямых эфирах, которые мы регулярно проводим. Спасибо. До свидания.